Знаете, я всегда репетирую свои видео в голове, хожу изо дня в день, мне тут приходит какая-нибудь классная идея в голову, и я сижу и начинаю придумывать себе целую речь, как я рассказываю вам про эту вещь, и делюсь своими знаниями, своим опытом и так далее, а потом, когда я сажусь записывать видео, как будто бы забываю все. В общем, сегодня поговорим про негативные установки. Установки могут быть и позитивными, и негативными. Сегодня поговорим про негативные установки, потому что они как раз портят нам жизнь. Установка – это образ с прикрепленной эмоцией. Современный мир просто кишит этими установками. У каждого человека они разные. Кто-то получает их от своих родителей, кто-то получает их от своих бабушек и дедушек, от друзей и так далее, и так далее. Вообще, это нечто такое, во что мы верим, при этом этому как бы нет никаких подтверждений, никаких свидетельств и так далее, но тем не менее, скорее всего, наши мамы или папы или еще кто-либо, кто нам очень дорог, повторял эту установку, и просто в голове она у вас осталась. И установки влияют на наше поведение при определенных условиях, действует как триггер. Например, у меня всю свою жизнь была установка, что женской дружбы не бывает. Спасибо за это моей маме, потому что у нее, не знаю, может быть в силу ее же негативных установок, может быть бабушка ей что-нибудь внушала, но у моей матери как-то не задались отношения с ее подругами. Каждый раз происходило что-то непонятное, кто-то ее предавал, кто-то ее обманывал, кто-то уводил у нее парня. Благодаря этому негативному опыту моя мама всю жизнь мне повторяла, что женской дружбы не бывает. Если ты дружишь близко с какой-нибудь девочкой, если ты доверяешь ей все свои секреты, если вы обо всем говорите, рано или поздно эта девочка тебя предаст. Только к 24 годам я поняла, что большинство своих подруг я просто отталкиваю, и я не доверяю особям женского пола, так сказать, потому что всегда была эта установка, что вот дружбы не бывает у женщин, вот так-то. Какие есть еще негативные установки? Давайте подумаем. Что любят повторять все наши мамы? Все мужики козлы. Все мужики изменяют. Ну, подумайте, какие еще негативные установки у вас есть, и мне будет очень приятно, если вы напишите мне их в комментах. Также установками могут быть некие приметы, некоторые поговорки и пословицы, которые были придуманы очень-очень давно и использованы всеми нашими родственниками и предками. Никто особо не задумывался о смысле этого, никто не пытался это доказать. Еще одна большая проблема в том, что мы сознательно не отслеживаем все свои действия и поступки, и поэтому просто считаем, что по-другому быть не может. Это берется из нашей жизни, это может быть жизнь других людей, это могут быть средства массовой информации, это может быть интернет, это может быть духовный опыт. Есть очень легкий и очень приятный способ избавления от негативных установок. После того, как ты избавился от этого или хотя бы осознал, что это негативная установка, тебе намного легче становится жить. Вы должны взять лист бумаги и ручку и внимательно подумать обо всем, что вы уяснили от своих родителей, бабушек, друзей, каких-нибудь других людей, которые вас окружали, которые имели для вас большое значение, к чьим словам вы внимательно прислушивались. Вы находите эту установку, выписываете ее на бумагу, пытаетесь проанализировать это более логично, подумать о том, правдиво ли это утверждение, есть ли какие-нибудь факты, которые это подтверждают, или, может быть, сталкивались ли вы с этим в жизни, и действительно ли было все так, как вам рассказывали. Вы пытаетесь заменить вашу эмоцию, негативную эмоцию, связанную с этой установкой, то есть с этим триггером, вы заменяете ее на положительную. Одна из глупейших установок, которые я когда-либо слышала в своей жизни, это пословица, мне даже смешно ее повторять. Первый муж от Бога, второй от дьявола и третий от людей. На что это программирует людей? То, что если вы вышли замуж первый раз, и ваш муж оказался тираном, насильником, наркоманом, алкоголиком, или он вас избивает, или избивает ваших детей, или он вам изменяет направо и налево, вы все равно должны его терпеть, потому что первый муж от Бога. И я реально знаю женщин, которые
действительно не уходят от своих мужей, которые их мучают, бьют, которые издеваются над ними и морально, и физически, да и просто от мужей, которые их не любят, и ты живешь с ним как с чужим человеком, но ты не уходишь от него. Сколько раз я сказала слово «установки» за последнее видео? Не знаю, мне уже тошнит от этого слова. Хорошо, сначала вы записываете свои негативные убеждения на листочек бумаги, потом вы пытаетесь их проанализировать, понять, насколько они правдивы и насколько они совпадают с действительной реальностью. Потом вы заменяете эмоцию на положительную, и, понятное дело, измена не произойдет в один день. Вы не сможете сразу же вот так вот измениться и начать вести себя по-другому, но тем не менее это уже хороший способ начать работу над собой. Еще хорошим способом будет сменить круг общения на более позитивный, либо же на тот, в котором люди не пытаются вам впихнуть насильно свое мнение. Еще вы можете смотреть некоторые видео, интервью с людьми, которые вам нравятся, которых вы очень сильно уважаете или на которых вы хотите быть похожи, которые чем-то вас мотивируют, дают вам какой-то такой позитивный заряд энергии. Еще самое последнее, нужно всегда быть честным с самим собой, потому что на самом-то деле, сколько бы людей нас не окружало, сколько бы у нас ни было друзей, членов семьи, парней, девушек, дядь, теть, крестных и так далее, все равно единственный человек, который у вас есть, это вы сами. Себя обманывать нельзя, будьте честны с самими собой. И помните, каждый день хороший день.